«С дороги, дед, и без глупостей!» – прорычал один из троих бандитов, вбивая приклад в лобовое стекло старенькой Нивы. Было прохладное. Осеннее утро, когда Иван Павлович выехал из своей деревни, везя внучку Лизу в город. Листья на обочине золотились, будто кто-то рассыпал по земле драгоценности, но дед на них не смотрел. Он был сосредоточен на дороге. Машина дрожала на ухабах, пыхтела, но верно ехала вперед, будто чувствовала важность этой поездки. Лиза сидела рядом, молчаливая и спокойная, с тонкой косичкой, переброшенной через плечо. В руках она держала корзинку с пирогами. Бабушка испекла их рано утром, чтобы внучка не поехала голодной. Девочка иногда что-то бормотала себе под нос. Может, стишок? Может, считалку, может, что-то важное. Иван Павлович не спрашивал, он знал. Внучка, девочка особенная, со странностями, да, но не по годам умная, очень умная. Дорога шла сквозь лес. Примерно на 45-м километре начиналась лесополоса, тихая, почти забытая людьми. Там редко ездили машины, особенно в это время года. Ивану она была знакома. Он когда-то возил по этой дороге молоко на молокозавод, потом картошку в сельмак. Каждая кочка здесь ему была родной. Но сегодня кочка стала роковой. Нива наткнулась на что-то резкое. Дед резко затормозил. Лиза едва не пролила варенье из корзинки. «Черт бы побрал этих лисиц!» – пробурчал Иван, выходя проверить, но увидел совсем не лису. Посреди дороги стоял черный джип без номеров. Черный, как уголь, с тонированными окнами. Из него вышли трое. Один высокий, в камуфляже и с монтировкой. Второй приземистый, с ножом. Третий был в черной куртке с холодным, совершенно пустым взглядом. Этот третий ничего не говорил, просто смотрел, как ястреб перед броском, и Иван почувствовал, как по спине побежали мурашки. Хотел было сесть обратно за руль и сдать назад, но было поздно. Один из бандитов уже подошел и ударил прикладом по лобовому. Стекло пошло паутиной. «Вы что творите?» – закричал Иван. «У меня ребенок в машине, идиот!» «Мы видим», – огрызнулся второй. «Как раз ее и хотим. Деньги, телефоны, ценные вещи – все сюда. И девку не тронь, если жить хочешь. У нас ничего нет, только пироги». Иван всплеснул руками. «И варенье. Тогда возьмем машину или ее», – ослабился тот, что с ножом. Он обошел капот, подошел к двери пассажира и потянул за ручку. И тут произошло нечто странное. Лиза, до этого абсолютно спокойная, медленно повернулась к нему. Ее глаза не дрогнули. Она смотрела на него, как кошка смотрит на мышь. Не с испугом, а с интересом. «Лучше не надо», — сказала она тихо. «Слышь ты, малолетка, закрой рот», — ревкнул бандит и потянулся к дверце. Лиза склонила голову, будто раздумывая, затем спокойно, без истерик, приподняла край своего платья. Все. Трое бандитов замерли. У нее на бедре был ремень, а на нем маленький пистолет. Черный с глушителем, не игрушечный, настоящий бандит. С ножом застыл, даже шаг назад не сделал. Пытался понять, розыгрыш это или правда. Рука у девочки была на оружии, уверенная без дрожи. Ее пальцы явно знали, за что браться и куда нажимать. «Это что, шутка?» – пробормотал тот, что с монтировкой. Но тишина, которая повисла в машине, не оставляла места для смеха. Иван Павлович сидел молча. Он смотрел прямо перед собой, будто ничего не происходило, но в его глазах была грусть и смирение. Нет, скорее принятие. Он знал, что это может случиться. Он чувствовал, что этот день будет необычным. Он ведь сам когда-то был человеком военным и знал, что Лиза не просто внучка. Бандит с ножом собрался с духом и шагнул вперед. «Все, хватит шоу. Убери игрушку, девочка, а то щелчок». Это был четкий холодный звук, будто в лесу кто-то переломил ветку. Но это не ветка. Это было снятие с предохранителя. Лиза уже держала пистолет наготове. «Еще шаг и стреляй», — сказала она спокойно. Ни крика, ни визга, только сталь в голосе.
«Да это ненормальная!» – выкрикнул один из бандитов. «Убери ее, дед, а то я бы не стал ее злить», – тихо сказал Иван. «Я ее не контролирую, я ее вожу». Главарь, тот, что был в черной куртке, впервые за все время подал голос. «Ты кто такая? Чья ты?» Лиза чуть улыбнулась, но взгляд остался холодным. «Я та, кого вы не должны были трогать». Главарь нахмурился. Потом его лицо побледнело. Он что-то вспомнил или узнал. «Подожди, это не ты ли?» Он не договорил, но это было уже неважно. Птицы в лесу затихли. Ветер перестал шелестеть листвой, тишина давила. Воздух стал густым, как перед бурей. «Уходим», — сказал главарь. «Что?» — удивился второй. «Мы только начали. Сейчас заберем». «Я сказал, уходим!» — прорычал он, глядя на девочку. Это не просто ребенок. Он уже отступал к машине. Бандиты попятились, никто не обернулся. Они просто пытались как можно быстрее убраться с этого места. Кто-то выронил нож, кто-то даже споткнулся, но поднимался молча, как будто боялся, что звук привлечет нечто худшее, чем пуля. Иван Павлович повернулся к Лизе. «Все хорошо?» «Да», — кивнула она, — «но они не последние». Дед тяжело вздохнул. «Я знал, что рано или поздно прошлое нас догонит». Лиза посмотрела в окно. Ее глаза уже были другими. В них не было детства. И Нива снова тронулась по дороге. «Не стоит», — сказала Лиза тихо и медленно, словно давала последний шанс перед тем, как все изменится. Она аккуратно приподняла край платья, и под ним бандиты увидели нечто, что заставило их сердце остановиться. На ее бедре крепко сидел черный кожаный ремень, а в нем настоящий компактный пистолет с глушителем. Это не была игрушка. Это не была случайная находка. Он сидел ровно, точно как у человека, который знает, что это оружие не для понтов, а для дела. Девочка не просто демонстрировала его, она уже держала за рукоятку. Пальцы, тонкие, но уверенные, обхватывали пистолет так, как будто делали это не первый и даже не 100-й раз. Бандит с ножом, который только что смеялся, будто увидел в Лизе простую деревенскую дурочку, замер. Его рот приоткрылся, дыхание участилось. Он сделал полшага назад. Машинально, инстинктивно, будто почуял угрозу, которую не мог объяснить. Главарь с монтировкой выругался себе под нос. «Эй, что за черт?» – пробормотал он, глядя на Лизу, как на привидение. Она вышла из машины. Дед Иван не удерживал ее. Наоборот, он медленно откинулся назад, будто хотел освободить ей пространство. Как будто все происходящее уже было где-то у него в памяти. Как будто это не внучка, а командир спецгруппы БЦБ. А он просто водитель, которому поручили не мешать. «Оставьте машину и отойдите», — сказала Лиза, наводя ствол. Никто не пошевелился. Они явно не ожидали, что она будет до конца держать линию. Ее голос был спокоен, не высокомерен, не испуган, просто хладнокровен, как у хирурга в операционной. Она шагнула вперед, пистолет не дрогнул. Ни одна вена на руке не дернулась. «Она серьезно», — прошептал один из бандитов. «Что за чертовщина?» – взревел другой. «Это просто девчонка», но Лиза сделала еще один шаг. «Один», – сказала она. «Подожди», – взвизгнул тот, что с ножом. «Два». Главарь поднял руки. «Ладно, все, мы уходим. Понял? Не надо считать. До 3». Лиза остановилась. Пистолет по-прежнему был направлен на него. Лицом вниз, руки за голову. Все 3. Сейчас. «Это уже не шутка», – прошептал бандит в кепке. Его голос дрожал. Он посмотрел на главаря, но тот кивнул. Один за другим они медленно опустились на землю. Легкий осенний ветер поднял листву вокруг них, как будто сама природа поняла, что надо молчать. Лиза подошла ближе, убедилась, что у них нет оружия в руках. «Лежать, пошевелитесь, и я стреляю», – спокойно произнесла она. Один из бандитов, не выдержав, вскрикнул. «Ты кто?» «Черт возьми, шпионка!» ФСБ что-то в этот момент из-за деревьев раздалось щелканье ветки. Кто-то шел.
Дед Иван поднял глаза. Из-за деревьев действительно выходили двое. Одеты были в черное. Строгие костюмы, наушники, маленькие значки на лацканах. На груди у одного эмблема с орлом. Они шли молча, шаг в шаг, уверенно, как люди, привыкшие контролировать ситуацию. «Объект в безопасности», — произнес один из них в рацию. «Периметр очищен. Учения завершены. Какие к черту?» Не выдержал главарь. Он попытался подняться, но мгновенно получил прикладом по спине от второго агента. «Лежать», — коротко бросил агент. «Это что, розыгрыш?» — прохрипел один из бандитов. «Кто вы вообще все?» Лиза, не оборачиваясь, сказала: «Я кандидат в элитную программу внутренней обороны. Объект — мирная леса. Меня сопровождают инструкторы. А вы?» Она на мгновение замолчала. «Вы статисты, которые оказались не в том месте, не в то время». Агент кивнул. «Ваша группа случайно попала в зону тренировочного полигона. Сожалеем, но за нападение на несовершеннолетнюю и попытку угона транспортного средства предусмотрена уголовная ответственность. Вы задержаны». Бандиты ничего не поняли. Один начал хрипло смеяться, сначала тихо, потом истерично. «Мы что, стали частью чертовой военной игры? Да она же ребенок». «Не совсем», — поправил его агент. «Это только с виду». Лиза тем временем вернулась к деду. Он завел двигатель. «Что скажешь, внучка?» «Отличная практика. Но эти оказались слишком предсказуемыми». Иван кивнул, будто это было обсуждение погоды. «Ну, хоть бабушке будет что рассказать». «За чаем». «Ага, но не все». Машина медленно поехала вперед, объехав джип, оставшийся на обочине. Бандиты лежали на земле, не понимая, что произошло. Они встретили ребенка, но под платьем этой девочки было оружие настоящее, и за ней стояла не семья, а государство. Один из агентов поднял рацию. Группа «Мирная лиса» завершила полевой тест. Объект проявил инициативу, психологическую устойчивость, готовность к применению, силы и рациональную оценку угроз. Рекомендую повышение до уровня «Тень». На том конце рации кто-то хмыкнул. «Принято. Передайте от центра. Девочка на высоте. И дед красавец». Лес снова стал тихим, только ветер играл в кронах деревьев. Больше ничего, Чаджи, Пити, Седмица. Когда старенькая Нива выехала на шоссе и скрылась за поворотом, агент, оставшийся у джипа бандитов, махнул рукой. Из леса вышли еще трое в масках, черной форме и с приборами наблюдения на глазах. Без слов они начали связывать преступников пластиковыми стяжками. Бандиты уже не сопротивлялись. Они так и не поняли, что именно произошло, кто была эта девочка и что теперь с ними будет. Один только тихо шептал: «Она не человек, она не может быть человеком». Тем временем Иван Павлович вел машину молча. Он будто бы снова стал тем, кем был 40 лет назад. Спокойным, сосредоточенным, точно знающим, что делает. Но в глазах мелькали чувства, о которых он никому не рассказывал. Страх, гордость и капля печали. Лиза молчала. Она смотрела в окно, будто снова была обычной девочкой. Только теперь ее глаза не бегали по пейзажу, не искали что-то интересное. Они были спокойными, слишком спокойными. Не по-детски. «Ты ведь знала, что они появятся?» — тихо сказал дед, не отрывая взгляда от дороги. «Да», — ответила она, просто почему не предупредила. «Я должна была проверить, смогу ли сама». Он кивнул. «Ты справилась. Они не были настоящей угрозой. Настоящие враги будут иначе действовать. Ты уже думаешь, как взрослый солдат». Лиза обернулась и посмотрела на него. «А ты уже не просто дедушка». «Да кто ты на самом деле?» Он улыбнулся грустно. «Я был тем, кто думал, что уволился, что больше никогда не придется возвращаться. Но потом тебя нашли, и все изменилось. Они нашли меня, потому что я особенная. Нет, Лиза, потому что ты нужная».
Машина ехала все дальше, и деревья по обочинам редели. Впереди показались дома, окраина небольшого города, в котором они должны были встретиться с куратором. Иван Павлович знал, туда нужно попасть точно к 14 часам. Ни минуты раньше, ни позже. «Ты готова к тому, что будет дальше?» – спросил он, не поворачивая головы. «Готова. Даже если тебе придется...» Он замолчал, подбирая слова. «Пожертвовать своей жизнью». Лиза не ответила сразу. Несколько секунд она просто смотрела на дорогу, потом сказала: «Если от этого станет лучше хотя бы одному ребенку на планете...» «Да, я готова». И в этот момент Иван понял: в ней нет страха. И никогда не было. В офисном здании на окраине города, охраняемом как министерство Лизуи, Ивана уже ждали. У стеклянной двери стояли двое. Один мужчина в очках и деловом костюме с планшетом в руках, и женщина в медицинском халате. Оба выглядели напряженно, но сдержанно. На воротнике у мужчины значок с гербом Федерации. «Объект 721 прибыла», – доложил Иван Павлович, когда они вошли. «Мы все видели», – сказал мужчина. «Полина отработана отлично, реакция стабильная, психика устойчивая. Прошлое не мешает. Ваш вклад, Иван Павлович, оценивается как стратегически ценный. Мне не нужны оценки», – буркнул старик. «Мне нужно знать. Вы не превратите ее в убийцу». Мужчина сжал губы, потом покачал головой. «Она уже не ребенок и не убийца. Она инструмент. И мы позаботимся, чтобы этот инструмент работал только тогда, когда это необходимо». Женщина наклонилась к Лизе. «Ты в порядке?» Лиза кивнула. «Где я буду жить?» «Здесь, в закрытом блоке. У тебя будет своя комната, доступ к библиотеке, тренажерам, полигону, и мы дадим тебе новое имя». «Безопасное». Лиза покачала головой. «Я не хочу новое имя». «Почему?» «Потому что мне нужно помнить, кем я была 3 Нимпо», — ответила она. «Иначе я забуду, зачем я вообще начала». Оба взрослых переглянулись. Мужчина что-то отметил на планшете. «Хорошо, но тогда тебе придется всегда помнить о том, что ты выбрала, и что пути назад нет». Лиза протянула руку и пожала его ладонь. «Я уже выбрала. Прошло 6 месяцев. За это время Лиза стала тем, кого называли самой тихой тенью. Агентурного крыла. Она тренировалась ежедневно, физически, тактически, психологически. Она не нуждалась в поощрении, не просила ничего. Иногда, когда наставники расходились, она открывала коробку под своей койкой. В ней лежала маленькая баночка варенья, та самая с поездки с дедом, и сложенный вдвое рисунок. Дом бабушка у плиты, дед с удочкой, и она с косичкой и веселыми глазами. Она смотрела на этот рисунок по вечерам, не плакала, просто смотрела и не забывала. Когда спустя год началась операция «Черная сеть», операция по нейтрализации международной преступной группировки, поставляющей детей в рабство через Восточную Европу, именно Лиза стала ключевым агентом. Она проникла в логово, где даже опытные бойцы отказывались действовать. Встретилась лицом к лицу с человеком, который продавал детей за валюту. «Что ты делаешь здесь, девочка?» — усмехнулся он, глядя на нее с сигарой в зубах. «Заблудилась?» «Я пришла напомнить тебе, что дети не товар», — ответила она и выстрелила один раз в колено. Он выл, как раненый волк. За ним пришли другие. Ее работа была завершена. Через 2 года после событий в лесу Лиза стояла на вершине скалы, где раньше был заброшенный монастырь. Рядом с ней дед Иван. Они смотрели вдаль. «Хочешь уйти?» – спросил он. «Иногда», – ответила она, – «но не могу, пока еще не все сделано». Он молча подал ей бутерброд с грибами и огурцом. «Твои любимые. Спасибо. Когда все закончится, кем ты станешь?» Она долго молчала, потом сказала: «Той самой девочкой с рисунка. Только без пистолета под платьем». И дед впервые за долгое время улыбнулся. По-настоящему улыбка, в которой была вера.
Они сидели молча рядом, смотрели на закат. Впереди новые задания, новые враги, новые бури. Но пока было просто небо тихое, как детство, которое она когда-то потеряла, но все еще надеялась вернуть. Пусть даже в другой жизни или хотя бы во сне.